Всем привет, друзья! Я рад снова приветствовать вас на канале Академия Дропшиппинга. И сегодня я хочу рассказать вам об одном поставщике, которого я недавно нашел совершенно случайно и хочу сегодня поделиться им с вами. Компания находится в Испании, они работают достаточно давно, работают оптом, в розницу и по системе дропшиппинга. У них хорошее качество товаров, быстрая доставка, и когда я написал им, я был приятно удивлен, что у них есть человек, представитель этой компании, который говорит на русском языке. И если вы смотрели предыдущие мои видео, то знаете, что всю информацию я люблю получать из первоисточника. Поэтому я пригласил его на встречу, он согласился, и сегодня я приглашаю вас на эту встречу вместе со мной. Зададим ему интересующие вопросы и вместе посмотрим на этого поставщика. Я думаю, в конце видео каждый из вас примет решение, стоит ли работать с этим поставщиком или не стоит. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, поставьте лайк под этим видео, колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, а мы начинаем. Жан, добрый день. Добрый день, Иван. Да, спасибо вам большое за то, что согласились с нами сегодня встретиться. Я думаю, что будет очень полезно, всем нам послушать о том сервисе, который вы предлагаете, о вашей компании, потому что, на мой сугубо индивидуальный взгляд, то, что вы предлагаете сейчас на рынке, чуть ли не самое интересное предложение для дропшиппинга. Вот, поэтому спасибо еще раз. Расскажите, пожалуйста, немного о компании. Позадаем сегодня вам вопросы. Думаю, что будет продуктивная очень встреча, поэтому расскажите, пожалуйста, немного о том, чем вы занимаетесь, ваша компания в целом. Добрый день, Иван. Взаимно. И что касается нашей компании, она уже работает более 30 лет. И специализируемся мы в основном из кожаные изделия. Это обувь, это сумочки, это женская, конечно, и мужская обувь также. Вот. Я в этой компании работаю уже 4 года, и в основном мы работаем офлайн. До того момента, пока, как вы знаете, не пришел кризис с короной, да? И пришлось переквалифицироваться на онлайн. И сегодня мы можем предложить нашим клиентам не только оптовикам, но и ритейл и дропшипперам. Все, 4 года я работаю в этой компании, в основном мы работали для оптовиков. Но в связи с пандемией у нас родилась новая идея работать также с ритейлом и построить новую платформу для дропшипперов также. Спасибо вам за то, что вы приняли такое решение, потому что сейчас найти хорошего поставщика достаточно проблематично. Расскажите, пожалуйста, есть несколько критериев, для нас в целом хорошего поставщика. Расскажите, пожалуйста, какое, во-первых, качество товара у вас в целом? Вы сказали, что вы специализируетесь на коже, да? Я так понял, это все изделия из кожи, там, как вы сказали, обувь, мужская, женская, там детская на сайте я видел тоже. Вы говорили, что куртки вы планируете добавлять, видел, у вас ремни есть, в общем, все, что связано с кожей. Расскажите, пожалуйста, о качестве товара, насколько оно соответствует действительно, что за кожа, немножко поподробнее о качестве. Давайте начнем с самой кожи. Почему испанская кожа считается на очень высоком качестве? Но она входит, даже если я не ошибаюсь, в топ-10. Топ-10 по всему миру. Просто из-за своего климата, сухого климата. Не в каждой стране он есть. Возьмем, скажем, скандинавские страны или Ирландию, Англию. Из-за сырого климата кожа не может быть настолько мелкопористая и настолько упругая, как испанская кожа. Это климат. Ничего тут не поделать. И поэтому она считается в топ-10 из лучших кож. И, соответственно, весь товар, который производится в Испании, он очень качественный. Именно из кожи я имею в виду.
Вот. И, наверное, для вас будет сюрпризом или нет, вся обувь, которая изготовляется во всей Европе, 70% изготовляется именно в Испании. За исключением, я имею в виду, Китая и других фабрик, но что касается именно кожаной обуви, это 70% всей обуви в Европе это испанское изделие. Сама кожа очень легкая. Вот вы, наверное, сами покупали обувь или кожаные куртки, можете заметить, что ее вес бывает просто, они тяжелые. Вот. Это вероятность того, что эти куртки изготавливаются в английских странах или в скандинавских. Если мы возьмем испанскую кожу, то кожаная куртка может весить равномерно, как и кожа из материала. Она настолько легкая. Вот. И ранее я сделал, как вы и просили, видео на нашей фабрике. И там я вам показывал все изделия из кожи на нашей фабрике. И как выглядит, именно как выглядит кожа, испанская кожа по качеству. Это вы все увидите. Вот здесь у нас склад. Здесь на этом столе происходит дизайн, как вы видите. Подошвы, шнурков, самой обуви подбирается кожа. Обратите внимание, насколько она тонкая, насколько качественная. Разные цвета обуви. Здесь выбивается лого. Вы можете заказать собственное лого, но для этого нужна специальная форма. И эта форма стоит недешево, чтобы выбивать вот такие лого под каждую обувь. Здесь у нас склад кожи разнообразной. Вот. Это только маленькая часть склада. Здесь у нас, как видите, прототипы уже заготовленной обуви. Здесь вы можете увидеть это формы для вырезания кожи под каждую обувь. На этом столе происходит дизайн. Здесь у нас материал. А самое главное, что хотел показать, именно как она изготавливается на вот таких формах. Все это делается вручную. И давайте пройдемте еще на склад, я вам покажу. Здесь у нас презентация коллекций, которые вы можете посмотреть. Очень легкая, порядка, не знаю, 200 грамм весит вот такая обувь. Очень легкая, очень качественная и мягкая кожа у нее. Вот. Здесь вы можете посмотреть нашу коллекцию также. С этой стороны здесь мужская обувь. Также обратите внимание, насколько она мягкая кожа и насколько качественная. Обратите внимание на ее толщину, насколько она тонкая, да? Здесь, не знаю, миллиметр, наверное. И насколько она упругая сама по себе. Это просто, да. Здесь уже кожа потолще. Но вот ее мелкие поры, это просто шикарно. Что касается наших фабрик, именно наших фабрик, мы изготовляем, допустим, женскую обувь на одной фабрике. У нас их 4 на сегодняшний день. И женская обувь изготовляется именно на одной фабрике. Мужская обувь изготовляется на второй фабрике. И так далее. Детская также. И летняя и осенняя обувь также изготовляется на 4-й фабрике. Интересно, а почему такое разделение? Почему нельзя на одной фабрике все делать? Смотрите, подход каждой обуви, допустим, если взять сандали, да, каждой обуви есть специальные формы. И за счет этого намного проще, когда изготовляется по одним формам, только, допустим, летние сандали, летняя обувь женская. Мужская — это уже другие формы,
другие станки, допустим, да. Зимние – это, опять же, другие формы, четвертые формы. И все содержать на одной фабрике, изготовлять скажем, все 4 сезона обуви или все женские, мужские и детскую обувь, это очень сложно. Сложно контролировать качество, сложно контролировать объем, так как нужна очень огромная фабрика, чтобы можно одним разом было изготавливать всю обувь. Поэтому намного проще, когда вы изготавливаете только детскую, одна фабрика специализируется, на другой фабрике только мужская. Это как и любой бренд. Если бренд, допустим, изготовляет часы, у него очень качественные часы, если он изготовляется и специализируется только на часах. То же самое с обувью. Если мы делаем мужскую, мы делаем только мужскую. Если мы делаем детскую, мы делаем только детскую. То же самое с женской, то же самое с куртками. У нас отдельная есть фабрика, на которой делается только куртки. На другой делаются только сумочки. Вот. И за счет этого качество, конечно, намного выше, так как можно контролировать только один продукт. Вот. Здорово, здорово. Скажите, пожалуйста, если мы говорим о контроле продукта, да, и вы сказали о контроле качества, когда вы вот сейчас работаете по дропшиппингу, да, вы как-то проходит вообще эта обувь через какой-то контроль качества, кто-то проверяет ее, или вы вот быстренько, я понимаю, что, судя по всему, объемы гигантские, да, сейчас, и можно ли мне убедиться в том, что мой товар действительно качественно собран, упакован, просмотрен, чтобы нигде там не было брака и так далее? Да, естественно, у нас есть ответственные люди за каждый процесс работы. Кто-то отвечает за процесс изготовления обуви, кто-то отвечает за процесс заказа, кто-то отвечает за процесс упаковки. И каждая обувь, которая упаковывается уже в коробке, да, есть инкаргадо. Инкаргадо — это как бы на русском смотрящий, который ответственен за качество обуви. И он просматривает каждую серию обуви, каждый заказ, который уходит, тщательно, чтобы не было какого-то брака или что-то вроде того. А скажите, вот если мы затронули уже следующий этап, да, это доставка. По доставке тоже очень есть у нас вопросы, так скажем, да. Очень важно понимать, какие в среднем сроки доставки и стоимость доставки, потому что это один из важнейших, да, критериев при выборе партнера там в дропшиппинге и вообще не только в дропшиппинге. Вот. Какие сроки, куда доставляете, в какие страны? Расскажите об этом поподробнее. Да, Иван, у нас это также большой вопрос, как и у вас, так как мы работали, как я и говорил, в основном последние годы только с оптовыми, с оптовыми, да? С оптовыми. Оптовыми. С оптовыми компаниями, с большими компаниями. Извините за мой русский язык. Нормально. Я, как говорится, последние 30 лет не живу в России и общаюсь очень мало на русском языке. У вас очень хороший русский язык. Да? Да. Просто забываю русский язык. Вот. И в основном наша доставка это было для оптовиков. Это очень просто. Вот. Приходит заказ, допустим, 10 тысяч коробок, там, 20 тысяч коробок, и мы их отправляем по морю или по воздуху, или по земле, скажем так. Вот. Это просто. Но на сегодняшний день мы открыли платформу для дропшиперов и для ритейла также. Вот. И мы столкнулись также с проблемой. Проблема не то, что доставить, а проблема это цена. Так как, понимаете, каждый человек хочет быстро получить свой продукт. Вот. Но от этого зависит цена. И мы ее как бы почти решили на сегодняшний день. Вот. И вы, наверное, хотите спросить именно по Европе, какая цена и сроки доставки, да? Нет, я хочу спросить как раз, мне интересно по Европе тоже, потому что у нас есть достаточно много сейчас людей, которые нас смотрят, которые в Европе находятся.
Но мне интересно также в Россию, в США, потому что достаточно много людей работает в США, кто-то хочет в России работать. И вот вы говорите, что на текущий момент это, там, так скажем, сложность, да, пока, которую вы решаете. Но в чем сложность? Сколько стоит, например, доставить товар в Россию? Вот сколько будет стоить и сколько это по времени? Если мы говорим о единичном товаре, допустим, одна пара обуви или одна куртка, да, или сумочка, неважно, то это было бы порядка от 5 до 10 дней, и цена была бы 10-12 евро. Это вот такая цена была бы в Россию. Ну, это опять вы же, что, проблема? Россия, она большая. Да, то есть это вы проблемой называете, да? Ну, можно сказать, да. Если, допустим, по Испании мы можем доставить за 4 евро и за 24 часа, а Испания это 1000 километров, да, от одного до другого конца, то в Россию это получается почти в 3 раза дороже и в 5 раз медленнее. Ну, послушайте, 5-10 дней это идеальный срок, потому что иногда, я не знаю, я открою вам секрет, я заказывал, значит, недавно там, в одной компании я заказывал обувь тоже. И она пришла мне через 3,5 недели. Из России в Россию я заказывал. Вот. Ну, они там, оказывается, что они не в России, они там откуда-то везли и так далее. А они везли из Лондона. Но, тем не менее, да, это 3,5 недели, это почти месяц. А вы говорите про 5 дней, про 5-10 дней. С Алиэкспресс, с чем мы сейчас боремся, да, многие хотят работать с Алиэкспресс, но сроки доставки, да, там 30-40 дней. Мы опять же говорим с вами про 5-10 дней, то есть это в принципе идеальный срок до России, тем более это стоит 10-12 евро, это шикарно. А по Европе вы сказали вообще там сутки, да, и стоит сколько, 6? Это не то, что по Европе, это по Испании, Испания, Португалия, да, Да. И до границы Франции. Вот это стоит порядка от 3 до 6 евро. Ну это супер. Максимум. И это может быть 24-48 часов. Вот это диапазон, да. 6 Это евро. супер. Хорошо, а сколько, я знаю у многих вопрос, сколько в США стоит? Там примерный диапазон цен хотя бы. И по срокам. Да, США это, понимаете, что по воздуху отправляется только. Да. И за счет этого цена вырастает очень сильно. Также, если мы возьмем испанские острова, там уже тоже цена почти будет как в Америку, потому что по воздуху. Вот. И эта проблема, я не думаю, что она сможет решиться быстро. Но на сегодняшний день цена будет в диапазоне 27-32 евро в Америку. Порядка 2 и 7 дней. Вот это диапазон от 2 до 7 дней. Отправка в Америку будет стоить от 27 до 32 евро. Ну, опять же, да, 2-7 дней это очень хороший срок. И я думаю, что если заказ, ну, такой там, не единичный, например, ну, может, кто-то даже за единичный может заплатить. Просто я думал, вы сейчас скажете там порядка 50 евро там, или 50 долларов, что-то такое. Но 27, в принципе, это тоже достаточно хорошо. В целом, если брать там международную доставку, то, о чем вы сейчас сказали, ну, я думаю, что это не проблема, а скорее преимущество, потому что у вас сроки достаточно хорошие, и, ну, и стоимость тоже достаточно хорошая. Вот, то есть абсолютно там не то, что даже конкурентная, да, а она ниже, чем у других поставщиков из Европы, если брать. Потому что я работал с несколькими поставщиками в Европе, и у них намного дороже получается, чем вы сейчас говорите. Супер, то есть получается, что вот два там атрибута уже, да, там это качество и доставка, срок доставки, стоимость доставки. В принципе, достаточно хорошие. Расскажите про
платформу немножко, да, вот я попробовал зарегистрироваться на вашей платформе, я обратил внимание, что это достаточно простая регистрация, то есть вы не запрашиваете даже данные о компании. Единственное, там, по-моему, ссылка на сайт и все, да, это то, что я увидел, то есть я достаточно быстро зарегистрировался. Почему вы, ну, так это или нет, и почему вы такую концепцию для себя выбрали? Потому что многие же запрашивают там документы, например. Скажем так, что мы хотели упростить именно вот эту проблему, про которую вы сейчас озвучили, чтобы любому клиенту, как и ритейл, как и дропшиперу, было легко зайти, зарегистрироваться, купить и все. И единственное, как вы и сказали, что для дропшипера нужно указать его веб-сайт, чтобы мы могли действительно удостовериться, что этот человек является действительно дропшипером, а не просто из ритейла. Вот, так как цены, они разные для дропшипера и для ритейла, очень отличаются. Жан, вы сейчас сказали, что разница между стоимостью в ритейле и в дропшиппинге, она отличается. Интересно, насколько различается, сколько там процентов скидка получается дропшиппингу и там опту, если они разница есть там дропшиппингу. Смотрите, для ритейла, допустим, цена будет 75 евро. Ну, возьмем какую-нибудь мужскую обувь, да, которая цена есть 75 евро. Для дропшипера это будет от этой стоимости минус 40%. То это порядка, ну, посчитайте, это порядка 40 евро цена будет для дропшипера, а то и меньше. Это супер. 40% это хорошо. Да, это 40% для дропшипера. А для оптовика тоже 40%? Нет, для оптовика у нас абсолютно другие цены. Из зависимости, здесь индивидуальный у нас подход к каждому оптовику. В зависимости от объема покупки, вот, минимальная покупка для оптовика это 1000 евро. Если он превышает 5000 и выше, это опять же индивидуальный подход к каждой модели. Мы можем делать специальную цену. Это минус 70, минус 80 даже процентов на каждый продукт. Но от этого, естественно, зависит объем покупки. Жан, скажите, пожалуйста, я еще увидел у вас на сайте, что, по-моему, вы создаете бренд, или там можете мой логотип, да, поставить на свои товары. Это правильно я понял или что-то не так? Да, вы правильно поняли, только немного не так. Все происходит, бренд создать вам, это совсем другая критерия, и это отдельная история. Это только для оптовиков. Угу. Но хорошая новость в том, что мы уже от 100 пар можем ставить ваше лого на обувь. Допустим, вы закажете 100 пар одной модели и хотите собственное лого. Вы присылаете нам лого, мы делаем печать для него, и за 99 центов вы приобретаете обувь с собственным лого. Я думаю, это уникально. То есть 99 центов за плюсом к паре, да? Да, 99 центов на каждую пару. Да, в целом понятно. А для дропшиппинга есть ли такое у вас или нет? Я хочу свой бренд, например, создать с вашими товарами. Какие-то есть условия или нет? Смотрите, Иван, на сегодняшний день у нас этой опции нету, так как у нас много клиентов, дропшиперов. И если каждому мы будем делать по 10 обуви, мы просто не успеем делать, только заготавливать упаковки и менять логотипы. Но мы думаем об этом, да. Я думаю, в будущем мы решим эту проблему. И каждому дропшиперу, который будет превышать определенный порог продаж в месяц, мы будем делать эксклюзивную упаковку с его лого. Супер, супер. Ну, то есть, в принципе, технически это возможно, все зависит только от объема продаж, насколько я понял, да? Да. Понятно, ну, в принципе, логично. И еще, Иван, у нас есть еще одна услуга.
так как мы работали в основном с оптовиками, у нас можно создавать собственный бренд обуви. Допустим, вы хотите создать линию своей обуви, со своей упаковкой, со своим лого и не только, и собственную модель обуви. Вы можете нам прислать обувь, которая вам нравится, или же фотографию этой обуви. Мы отдаем ее дизайнеру, и дизайнер разработает ваш прототип. Мы высылаем вам этот прототип. Если вас все устраивает в нем, мы изготавливаем вашу обувь. Ну, то есть получается, что я могу вообще любую обувь, либо там фотографию вам отправить, либо купить какие-нибудь там, не знаю, Луи Виттон туфли и отправить их вам, и вы мне сделаете такие же? Да, именно так. Единственное, то, что мы не можем копировать чужие бренды. Допустим, вы пришлете какую-то обувь именного бренда. Мы можем скопировать, но обязательно на каждой модели нужно поменять какие-то детали. Так мы можем сделать. Но чтобы скопировать какой-то бренд и делать под него, мы это не можем. Очень здорово, что у вас есть такая возможность. Я думаю, что многим это будет интересно. А от какой суммы, да, можно эту опцию вообще рассматривать? То есть сколько мне надо заказать? Ну, эта опция в основном для оптовиков. В будущем, может быть, мы сможем и что-то подкорректировать, чтобы можно было делать также и меньшие заказы, и для дропшиперов также. Но на сегодняшний день эта опция только для оптовиков. И мы бы говорили примерно от 5000 евро мы можем делать эту опцию. Это порядка, скажем, 200 пар. Мы также хотим поставить на наш веб-сайт одно приложение, и очень скоро оно появится у нас, где любой заказчик сможет поменять цвет обуви, поменять какие-то детали, прямо на нашем веб-сайте, создать свой бренд и выслать нам. И под его бренд мы изготовим обувь, изготовим прототип. Только каждый первый прототип, стоимость первого прототипа порядка 150-200 евро. Понимаете, то, что для него нужно создать дизайн, для него нужно подобрать кожу, для него нужно подобрать форму. И все это стоит денег. Поэтому первый прототип это начиная от 150 до 200 евро. И потом, конечно, уже договоренная цена каждого продукта. Это также с куртками, это также с сумочками, с ремнями. Все, что мы делаем без кожи, можно будет делать так. Это удобно очень. И я думаю, что, ребят, если какие-то будут у вас, да, вопросы, то вы сможете либо в комментариях писать, либо я оставлю там контакт Жана. Можно, да, так будет сделать, Жан, чтобы напрямую с вами связывались? Да, можно. Хорошо, отлично. Жан, подскажите, пожалуйста, вы говорите, что у вас сейчас в основном там кожа, да, обувь, ремни и так далее. Планируете ли вы расширять ассортимент, чтобы было что-то еще, или только вот с этим будете работать? Ну, как я и говорил, то, что мы перешли только в прошлом году на онлайн. И у нас действительно очень много уже есть продуктов. Они уже на складах, только их нужно рассортировать, их нужно сделать фотографии. Это очень большой объем работы. Вот. И я думаю, порядка 3-4 недель у нас уже появится и одежда, и куртки кожаные, и детская обувь. Ну, то есть, в принципе, целый такой маркетплейс получается, да? Да. Магазин, да. Ну, это здорово, это здорово. Ребят, еще хочу обратить внимание на то, что, значит,
компания, да, сделала свой веб-сайт, свою платформу эту на Shopify. Что это для нас с вами означает? Это означает, что мы можем, помните, я рассказывал в одном из своих видео о приложении, которое называется Poki. С помощью этого приложения буквально там вставили одну ссылку на целую коллекцию или на весь магазин. Вы можете просто с помощью одной ссылки весь магазин выгрузить к себе на сайт с описанием, с фотографиями и так далее. То есть, Жан, за это вам отдельное вообще спасибо, что выбрали Shopify, упростили нам работу. Это приложение, то что это порядка 3 или 4 долларов стоит в месяц, копеечное, но ценности, сами понимаете, сколько. Почему вообще решили выбрать Shopify? Знаете, Иван, мы рассматривали много платформ, и, наверное, единственная на сегодняшний день и самая популярная платформа — это Shopify. Из-за ее простоты, функциональности, и на нее можно загрузить любые приложения, которые облегчают работу. Это нам облегчило работу не только для нас, но и для наших клиентов, так как в основном наши клиенты, используют также Shopify платформы, и на сегодняшний день это очень упрощает работу для всех. Да, спасибо вам за это еще раз отдельно. Жан, давайте буквально вкратце тогда подытожим то, о чем мы поговорили, преимущества там и так далее, да, все обсудим. То есть первое, правильно ли я понял, что первое у вас, значит, хорошее качество, это испанская настоящая кожа, легкая, прочная, да, и, в общем, качество хорошее. Второе, значит, это стоимость самого товара, то есть при таком качестве стоимость относительно там невысокая, я посмотрел, да, то есть она более чем в рынке вообще. Третье, это доставка. Доставка — это ваше действительно преимущество. Не знаю, насколько вы это понимаете, но это действительно преимущество, потому что вы быстро и дешево достаточно доставляете товары по всему миру. Четвертое — это что можно скачать с платформы Shopify, да, то есть к себе в магазин на Shopify, также там используя разные плагины, либо там это же Poki, да, на мой взгляд, самое удобное. Пятое — это что можно сделать свой бренд, да, есть какие-то условия там, но свой бренд возможно сделать. Шестое — это простая регистрация на сайте для дропшиперов, для оптовиков там и так далее. Седьмое, значит, это что можно брендировать не только там с логотипом, но и упаковки брендированные делать. Восьмое, что контроль качества проходит, да, обязательно у вас перед отправкой весь товар. Что еще напомните? По-моему, и самое главное, вы не сказали, это все бесплатно. На сегодняшний день наша платформа, она бесплатная, так как, наверное, вы знаете, что в основном все платформы, они регистрируетесь и они платные. Вы должны платить там 20, 30, 50 евро, плюс еще от оборота должны платить. У нас на сегодняшний день это бесплатно. Не знаю, как оно будет в будущем, но на сегодняшний день это бесплатно для каждого клиента. Это очень важно, да? Это очень важно, да, спасибо, что вы заострили на этом внимание, это действительно очень ценно. Хорошо, спасибо вам, Жан, большое. Если что-то еще не сказали, там, не обсудили, вы можете сказать. Если мы уже все обсудили, то спасибо вам большое за то, что вы с нами встретились, уделили нам время, да, и за то, что рассказали нам о такой возможности работы с вашей платформой. Я думаю, что для многих было полезно послушать о вашей компании, и, наверное, у вас сейчас количество клиентов прибавится после нашего общения, потому что действительно достаточно удобно и со всех сторон очень комфортно работать, как это сейчас, по крайней мере, на первый взгляд кажется. Да, спасибо вам большое. Да, взаимно, действительно, клиентов у нас на сегодняшний день очень много. Вот. И если будут какие-то в будущем вопросы,
вы можете связаться с нами по имейлу или же по телефону. Также и на английском языке, и на русском языке, и на испанском языке, на любых языках, да, мы поддерживаем. Это, кстати, да, супер. Еще одно преимущество, что у вас есть русскоязычная поддержка. Это прям очень здорово. Ну, все, тогда рад был с вами познакомиться, пообщаться. Спасибо еще раз, что представили компанию. Спасибо вам. Да, будем дружить. Да, давайте, Иван. Хорошего вам дня. Спасибо, и вам тоже. Еще раз До спасибо. свидания. До свидания. До свидания. Ну что ж, друзья, к концу этого видео я уверен, что вы сделали выбор, стоит ли работать с этим поставщиком или нет. И хочу еще сказать один интересный момент. У компании, помимо того, что они работают с оптом, розницей и дропшиппингом, есть еще аффилированный маркетинг. Вы можете зарегистрироваться у них на сайте, получить специальную ссылку, которую вы можете размещать где угодно. Даже если у вас нет сайта, но есть какой-то блог или соцсети, вы можете там разместить эти товары. Да? То есть человек, когда перейдет по вашей ссылке, он попадет на этот сайт, и купив что-то на этом сайте, вы получите 10% от суммы покупки. 10%, кстати, достаточно хорошая комиссия, которую далеко не все компании платят. Поэтому компания действительно дает нам все возможности заработать. В описании под этим видео я оставлю ссылку на этого поставщика. Она не реферальная, не аффилированная, просто ссылка, чтобы вы могли перейти на сайт. А под этой ссылкой будут уже реферальные ссылки, перейдя по которым и зарегистрировавшись там, либо купив, да, какой-то продукт, вы тем самым помогаете этому каналу. Спасибо вам за это. Чтобы у нас с вами был получше свет, звук, оборудование, и вы могли наслаждаться полезной информацией с еще лучшей картинкой и звуком. Также напоминаю, что в ссылках внизу будет чат, на который вы можете перейти и задать там свои вопросы. У нас достаточно дружная комьюнити, которая всегда отвечает, да, на вопросы. И спасибо вам, если вы уже там. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Поставьте лайк под этим видео, колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И увидимся в следующих роликах. Hey, feel I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'ma flick up. Feel I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Look, straight from the mud like Ruby. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving, I've been popping in my city.